Всем привет из Ирландии. В Евросоюзе будут созданы хабы для того, чтобы помогать украинцам возвращаться в Украину. Это раз. И два, создается план повернення, то есть план возвращения. И тут сразу самое, так задумайся, самое интересное, да, вот зачем создавать какой-то план, если сейчас, ну, если он добровольный, да, но добровольно сейчас любой украинец, который находится в Евросоюзе, либо в любой другой стране, может добровольно что сделать? Вернуться в Украину. Многие слои населения, да, то есть мужское население не может выехать из Украины, но въехать могут все. То есть в любой момент, в любую секунду, в любой день, любой украинец, который находится за границей, может вернуться добровольно в Украину. Если создается какой-то план, то есть возвращение, то есть этот план подразумевает, что каким-то образом нужно не то что давить, да, а как-то взаимодействовать и как-то пытаться возвращать. То есть план подразумевает какие-то цифры, то есть на то он и план. То есть, значит, должна быть какая-то планка. Минимально нужно вернуть столько людей, то есть там в такой период, либо такой слой населения нужно вернуть, либо тот, 5-10, вы понимаете, сама формулировка. План, то есть зачем создавать какой-то план возвращения украинцев из Европы и из других стран, если сейчас, в данный момент, на июнь 2025 года, любой украинец может что сделать? Правильно, вернуться в Украину, когда он захочет, потому что выехать может не каждый, но въехать обратно в Украину может каждый. И тут сразу ты начинаешь задумываться о том, а для чего создается этот план. Наверное, для того, чтобы все-таки как-то посодействовать и попытаться как-то надавить, да, каким-то образом на граждан, чтобы они по этому плану возвращались. То есть у меня такие мысли. Пишите в комментариях свои мысли. Так это, либо это будет все-таки такая доброе возвращение, там, не знаю, будут заманивать деньгами, работой, либо еще чем-то. Ну, по статистике, да, и по всем нюансам, которые видны сейчас, по всем законам, которые принимаются, то понятно, что, я думаю, доброе возвращение и какое-то, да, там, какая-то помощь, это вряд ли. Наоборот, будет какое-то ужесточение, будет как-то пытаться именно надавить на людей, чтобы они возвращались, потому что почти 5 миллионов украинцев находятся в Евросоюзе, больше всего это в Германии, Польше и Чехии, да, это почти 60% на эти три страны приходится, да, такое количество украинских беженцев находится. Так, сейчас Coca-Cola диет, кому нравится. В Ирландии сейчас плюс 21. Шикарная, роскошная погода. Кстати, Coca-Cola диет неплохо. Пишите, нравится тебе или нет. Мы продолжаем. Там какой-то замминистр всех этих дел украинский сказал, что должны остаться в Евросоюзе после 27 года, потому что теперь уже 100%, ну давайте 99%, 1% еще отдаем, что уже временную защиту, это последнее продление до марта 27 года. Потом уже даже там, уже в декларации в этом продлении уже сказано о том, что каждая страна отдельно должна перевести всех украинских беженцев уже на внутренние юридические визы, там, либо какие-то программы. То есть все, уже Евросоюз уже не будет в комплексе поддерживать все это, всю эту богадельню. Да? То есть Ирландия хочет, все, она создает условия, какие-то программы, либо просто продлевает уже как. Каждая страна отдельно уже сама решает, как действовать после 27 года с украинскими беженцами. Вот замминистр сказал, нужно, чтобы остались только те, которые выучили язык, которые интегрируются, которые работают, которые уже там культурно влились, то есть максимально прям, то есть если нет, все. Домой, всех домой, быстренько на базу, потому что нужно отстраивать страну, то есть Украину, это понятно, это правда, но за что, первое, отстраивать, и второе, конечно, это оплата труда и вообще безопасность, да, будет ли она всегда, ну, в смысле, вот закончится война, будет ли безопасно, ли будет постоянно какие-то диверсии, какая-то нестабильность, будут цены
прыгать туда-сюда, вы понимаете, да, закончится война, вы понимаете, меньше будет финансирования идти в Украину. И тогда доллар, и сейчас доллар там, да, евро уже 46 или 47, то вы представляете, когда денег будет меньше вливаться в экономику. То есть сейчас дают бабки на халяву, и в прямом смысле это не то, что я пытаюсь там как-то опорочить, да, там власть Украины, нет. Я был, есть и буду за Украину, но факт остается фактом, что сейчас Украина выплачивает пенсии, там зарплаты и все остальное, закупает там оружие, в большей части это гранты, а гранты не возвращаются. То есть дали миллиард, все, его просто подарили. Все, то есть это больше 50% вот так вот деньги дают, это подарки по факту, то есть дары, да. То же самое военная техника, большая часть это просто подарок отдали безвозмездно, то есть ничего платить не нужно. А когда война закончится, когда статус самой страны уже перейдет из небезопасной в безопасную, то, конечно, уже все будут давать, если и будут давать деньги, только под проценты, то есть с возвратом ты должен сделать что? Вернуть эти потом денежки. Это будет намного сложнее, чем сейчас даже. Кажется, война сложна, но после войны будет еще сложно. И обратно же нужно, что нужно? Нужна, конечно же, рабочая сила, нужны люди, которые будут работать, платить налоги. То есть все это, понятно, надо, потому что отток огромный. То, что есть официальная статистика, мне кажется, неофициальная, там все намного больше людей уехало. И по статистике уже 50% точно не вернется. Даже давайте, если так, 7 миллионов всего выехало, всего выехало, я имею в виду Евросоюз и остальные страны мира, то уже вот 3,5 миллиона не вернется, как ни крути. А я думаю, больше. Наверное, 4 не вернется. 4 миллиона это огромное количество людей. Плюс не забываем про погибших военных, да, их сколько сейчас их и сколько еще будет, потому что пока с конца и края не видно этой войны. То есть вот так вот такие вот планы у Евросоюза и у правительства Украины вернуть все-таки граждан, создать хабы помощи, там консультации, возможно даже предоставление работы. Это одно, хаб, но есть план возвращения, вы понимаете? То есть хаб это хорошо, это человек пришел, его проконсультировали, все, молодец, ушел. Но план подразумевает выполнение плана, то есть в любом плане есть какие-то цифры, вы понимаете, их нужно выполнить. На любой работе есть план, там нужно, вот в шахте, да, проходка, шахта, нужно пройти там 100 метров план, ну, я образно, да, это много, конечно, за день, но я образно там пройти 20 метров, вот все планы нужно выполнить. То есть то же самое в этом плане возвращения, нужно вернуть там в месяц 1000 человек, и вот какие-то же механизмы будут созданы, будет какое-то взаимодействие с другими странами, там с Германией, Чехией, Польшей, будут выбирать людей, понимаете, да, точечно там, а где-то там что-то нарушил какой-то закон, там где-то какой-то там неправильно припарковался, либо еще что-то, либо там где-то подрался, либо там что-то не заплатил. И у таких людей уже будет, я думаю, вытягивать из системы и обрабатывать на то, что, дружочек, мы тебе тут не продлим защиту никак, да, не дадим тебе никакой там песели, либо, как в Ирландии, там, не продлим тебе ARP-карту, но у тебя есть шанс вот поехать в хаб украинский, который находится у нас здесь, и там тебе предложат и работу, и возвращение, возможно, даже какое-то денежное, да, довольствие, в смысле, на первое время, может, там каких-то пару тысяч евро дадут в дорожку, еще и купят билет. Такой вариант тоже возможен. То есть, я же говорю, будут людей просто вытаскивать. Пишите в комментариях ваше мнение, прав я, либо не прав, либо будет все по-другому. То есть, это чисто мои мысли, чисто мое размышление на вот эти все новости, да, что создаются хабы, что есть план возвращения, что защиту реально продлили до 27 года, но это уже последнее продление, и каждая страна должна уже украинцев как-то интегрировать на внутренние юридические основания, то есть нужно переводить их на визы, на разрешение каждой страны, а это все сложнее, это уже ответственность в прямом смысле той или иной страны. Если сейчас украинские беженцы это ответственность, грубо говоря, Евросоюза, всех стран, да, вместе, то потом уже каждый украинец это проблема той страны, в которая захочет оставить того или иного украинца. То есть это уже ответственность, это уже денежки, это уже выплаты,
то есть и кого уже это жилье, да, и кого уже оставлять, каждой стране придется, конечно, делать выбор. Я думаю, что страны, конечно, будут жестко фильтровать, и мы это увидим буквально, я думаю, уже в 2026 году каждая страна предоставит какой-то план и начнет его потихоньку реализовывать. То есть каждый украинец должен будет перейти на вот эту вот программу, либо какой-то переходной период, либо какая-то специальная виза. Посмотрим, что оно будет, но сам план, вот это меня напрягает, потому что любой план подразумевает выполнение, и в каждом плане есть какие-то цифры. А эти цифры в нашем понимании — это люди. Всегда на связи.